Всем привет из Бурсы, из райской Бурсы. Одену очки, наверное, потому что все равно стою с закрытыми глазами. Сегодня у нас видео будет под названием «Бурса. Город контрастов». Сейчас мы с вами пойдем в панораму, рассказывающую о завоевании османами города Прусы. А потом пройдем с вами квест под названием «Славянка в злачных местах ортодоксального города Бурсы». Оставайтесь, надеюсь, будет интересно. Я была в панораме только в Бородинской, в Москве. После 8 класса меня папа туда отвез. Произвело на меня очень сильное впечатление посещение панорамы нашей, московской, в том возрасте особенно. Так что больше я ни в каких панорамах не была. Была потом еще с дочерью, правда, в той же Бородинской панораме. А сегодня мы с вами посетим панораму Бурсы. Какая красота! Смотрите, лудак. Когда-то Пруса был небольшим городком, основанным во 2 столетии до нашей эры правителем Вифании Прусиасом, а после завоевания османами, которые чисто физически не могли произносить слова, которые начинаются с сочетания 2 согласных звуков, название города стало произноситься как Бурса. Кстати, я тоже очень тяжело произношу 2 согласные рядом. Первоначально город представлял собой фортификационное сооружение малой формы и таким же оставался на протяжении всего византийского правления с 385 по 1326 год до завоевания османами. Все здания в основном находились внутри крепости, но после завоевания Орхан Гази начинает активное строительство за крепостными стенами. И Бурса потихоньку разрастается, появляются новые мечети, хамамы, медресе, лечебницы, здравницы, в общем, социальные объекты того времени. На самом деле Пруса очень долго и упорно сопротивлялась завоевателям, почти 10 лет. Но судьба города уже тогда была фактически предрешена, поскольку гора Малый Олимп или Улудак была занята турками-османами еще в 1316 году. На этом этапе османы были уже настолько уверены в своем превосходстве над греками, что с 1317 года, еще до завоевания Бурсы, они уже начали чеканить монеты Бурса. В 1321 году османы захватили порт Мудания, через который в Прусу поступал провиант из Европы. Вскоре пал и наш Киос, сегодняшний Гемлик. Следующие 5 лет османской блокады город Пруса держался за счет того, что платил османам дань из некогда накопленных ресурсов своей казны. И в конечном счете, видя бесперспективность сопротивления, город сдался туркам 6 апреля 1326 года. Всем желающим было позволено покинуть город, но большинство предпочло остаться. Многие знатные греческие семьи Прусы перешли со временем в ислам и влились в ряды османского правящего класса. Город довольно быстро восстановил свою экономическую мощь и до 1365 года являлся столицей османского государства, первой столицей османского государства. После чего она была перенесена в Адрианополь, сегодня Эдирне, но Бурса не потеряла свое значение торгового и духовного центра империи османов. Султан Баязид Илдырым, молниеносный, о его судьбе я рассказывала в этом видео, построил в городе сначала мечеть Илдырым, Кюлеси, а затем и большую мечеть Улуджами. Кстати, первая мечеть независимого османского государства была построена именно в Бурсе и называлась Хаджи Азбек. Вообще в Бурсе сейчас более 60 мечетей, включая самую знаменитую зеленую мечеть. Там не раз с вами уже гуляли, я вам ее уже показывала. Бурса, в которой находятся мавзолеи первых правителей и видных государственных и религиозных деятелей, была родиной многих известных поэтов, просветителей, ученых и воинов. Примечательно, что Улыбатлы Хасан, воздрузивший первым флаг османов на стены Константинополя при его завоевании, был родом из Бурсы.
Во времена и Византийской, и Османской империи город был очень богатым, так как стоял на шелковом пути, да и до сих пор Бурса славится своим знаменитым бузским шелком. Сегодня Бурса – это крупный торговый и промышленный город, четвертый город по величине современной Турции, славящийся не только производством шелка и мериносовой шерстью, но и автомобильной промышленностью, деревообрабатывающей. Но самое главное – это самый крупный город в мире по обилию горячих источников, по обилию термальных источников. Город не только очень красивый, зеленый, но еще считается мировой здравницей. Термальные источники Бурсы излечивают практически от всех заболеваний. Сами турки в связи с прекрасной природой и климатом именуют город как «Зеленая Бурса» или «Райская Бурса». По поводу последнего названия существует легенда, связанная с пророком Сулейманом и красавицей Билкис или царицей Савской. Легенда звучит так, что однажды пророк Сулейман вместе с правым и левым визирями путешествовал, восседая на своем волшебном троне, сделанном из золота и слоновой кости. Согласно преданию, трон приземлился на вершине горы Улудак, с которой открывается чудесный вид на леса, поля и озера, расположенные у подножья горы. Увидев все это великолепие, Сулейман спросил у своего правого визиря, что он думает по этому поводу. Визирь ответил, что Аллах сотворил это место прекрасным, но какой в этом смысл, если нет человека, который будет все это созерцать? Тогда Сулейман спросил у левого визиря, что же может быть прекраснее этого? Тот ответил, что голос птицы, однако человеческий голос, обволакивающий долину человеческой души, прекраснее. Услышав это, Сулейман предложил своим визирям вместе возвести город у подножия горы и построить в нем дворец с садом для красавицы Билкис. Когда все было завершено, правый визирь воскликнул: «Дженнет Бурасы, здесь рай», а левый визирь, у которого были проблемы со слухом, услышал как «Дженнет Бурса», райская Бурса. С тех пор местные жители Бурсу именуют райской. Вот так выглядит музейный комплекс, где мы с вами только что были. Большая, видите, какая территория у него. В гости Бурсы приезжайте, очень красивое место. Билет стоит всего лишь 5 лир, так что сходите обязательно. А вот что я купила, такую записную книжечку. Память о посещении панорамы Бурсы. Здесь также есть кафе, можно выпить кофе, чай, съесть какие-то сладкие плюшки. Вполне можно перекусить. Сегодня у нас солнечно, красиво, ярко, тепло. Меня сегодня даже в панораме приняли за француженку первый раз. Обычно или немка, или украинка, а сегодня даже сказали из Франции. Такие вот дела. Находится музей недалеко от метро Демиртаж-Паша. Вот выходите из метро, из первого вагона, и прямо под мост, буквально 5 минут ходу. Так, ну что, с культурным мероприятием закончили, теперь идем проходить квест. Почему я хочу сходить в такие сомнительные заведения, тем более одна? Я захотела рыбы именно с пивом. Не знаю, пропустит ли YouTube название, но захотела посидеть по-европейски. Раз я теперь француженка, мне сказали, то я захотела выпить пиво с рыбкой. А возможно, это в Бурсе сделать только в некоторых местах. Покажу вам заодно, где можно отдохнуть, расслабиться в Бурсе, чем кормят и за сколько. Вот рыба тут продается, сейчас мы ее оценим, поскольку она тут мокрая, правда. Леврек сколько тут? 60. Леврек 90, что ли? Не вижу. Да. 90 лир леврек. Тут и камбала есть, халкам. 120 лир за килограмм. А рыба подорожала. Вот такие заведения, где подают и горячительные напитки, и можно поесть и рыбы.
Ну куда мы с вами привалимся? Даже не знаю, так куда-то в уголок, чтобы никто не уволок. Да? Пока снимаю меню, расскажу вам. Значит, дринк здесь 100 грамм 100 лир, крепкие напитки. Пиво 40 лир бутылка. И вот салаты показываю. Чорба 40 лир. Я так покажу меню, потому что тут цены, знаете, так, как говорится, догадайся сам. Салат, я думаю, они принесут. Спиртное я вам показывать не буду, потому что там по правилам Ютуба сейчас нельзя. Ну, вот кальмар так выглядит. Я так понимаю, что то ли 80, то ли 60 лир, не пойму. Честно признаюсь, больше пугали, что тут так прям неуютно будет одной женщине посидеть. Ну, ничего, все нормально, спокойно. И абсолютно спокойно, так что все, кто хочет прийти посидеть по-европейски с чем-то горячительным, милости просим, что называется. Балык чорба, рыбный суп. Ну, попробую, скажу потом вам. Принесли кальмары. Ну, конечно, даже близко не сравнишь порции в Гемлике и здесь. Здесь, наверное, треть порции той, что в Гемлике приносят. А стоит, я уверена, будет дороже. Сегодня мы с вами побывали и в музее, и в злачных местах Бурсы. И теперь будет потише, где поделюсь с вами мнением о ресторане. Конечно, небо и земля с рыбным рестораном в нашем Гемлике. Там и салат подают бесплатно, и порции намного круче, и, я бы даже сказала, нежнее кальмары и намного вкуснее уха. Ну, уха или рыбная чорба. Видите, зарисовочки Бурсы. Я хочу зайти в мясной магазин, купить что-нибудь мясное домой, потому что здесь хорошие мясные продукты. Забыла сказать, счет вышел 160 лир. В общем, и дороже, и не так вкусно, но зато можно взять какие-то расслабляющие напитки. Но мы идем в другой магазин. Мне больше нравится. Тут я его уже вам снимала, как-то показывала. За этим магазином Иван сразу мясной магазинчик очень хороший. Как он называется? Эдемен, что ли? Эдемен. Ну, в общем, как-то называется. С 1972 года он. Беру килограмм фарша на 76 лир. Не вышел. 76,25 и половину колбасы. Надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее путешествие по историческим местам и злачным местам города Бурсы. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жду ваших комментариев. Это очень способствует продвижению канала. Спасибо всем. Всем пока-пока.